Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео – это прогноз на ноябрь 2025 года для тельцов. Восходящих, солнечных и лунных. В первую очередь, если вы знаете свой восходящий знак, то вы можете смотреть эти прогнозы для восходящего знака. Если знаете точное время своего рождения, но не знаете восходящий знак, то вы можете построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой новый курс прогнозирования для астрологов «Глубина Чарадаша», на который я вас приглашаю. И если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках по ведической астрологии. Поэтому если вы не знаете точное время своего рождения, то ищите свою дату и смотрите соответствующее видео. Теперь давайте говорить о тенденциях ноября 2025 года для тельцов. 2 ноября хозяйка всего вашего гороскопа Венера зайдет в ваш 6-й дом гороскопа. С одной стороны, Венера выйдет из знака своего падения, но из 5-го дома, дома отдыха, развлечений. С другой стороны, Венера зайдет в свой собственный знак, но в 6-й дом гороскопа, в дом, который отвечает за рутину, за препятствия, за режим работы, за лечение, спорт и так далее. Поэтому транзит Венеры по 6-му дому гороскопа, он может принести вам такие результаты, как вашу направленность на борьбу, преодоление препятствий, на то, чтобы проходить медицинские обследования, возможно, то есть какие-то всевозможные чекапы организма, возможно, поиск работы, подбор, возможно, для себя спортивных каких-то тренировок, кредитов, поиска. У кого-то, может быть, и выяснение какой-то информации про судебные дела и так далее. То есть направленность на то, чтобы переделать очень-очень много дел. Вообще, когда у нас активен 6-й дом гороскопа, когда планеты активно идут по 6-му дому гороскопа, это период такого упорного труда и пересмотра своего графика, направленность на большое количество задач. Также транзит Венеры по 6-му дому гороскопа может давать необходимость ремонта, техобслуживания транспорта, ремонта одежды, обуви, украшений, ювелирных изделий и всего в таком духе, все, что связано с красотой. Медицинские процедуры тоже красоты какие-то могут быть. Возможно, у вас просто будет выход из какого-то своеобразного отпуска. Это очень похоже на то, что вы как будто бы выходите из отпуска и начинаете активно работать. 5 ноября будет полнолуние в вашем 12-м доме гороскопа. Полнолуние в 12-м доме гороскопа может давать дальнюю поездку, может давать перемены в работе. Вот опять же у вас ось 6-12 дома гороскопа. Венера в 6 заходит в начале месяца полнолуния в 12 доме гороскопа напротив 6-го. То есть это могут быть какие-то перемены в работе в том числе. И полнолуние в 12 доме гороскопа может давать еще, знаете, такое, чаще, чем обычно на полнолуние, немножко тревожность, беспокойство, как будто бы вот что-то надо сделать, а что сделать непонятно. Может быть, позывы, какие-то порывы к творчеству по полнолунию, к уединению, каким-то медитациям и так далее. С 9 ноября по 23 ноября начинает свое ретроградное движение Меркурий в вашем 7-м доме партнерства, брака и отношений. И Меркурий до 23 ноября будет в 7-м доме гороскопа, а с 23 ноября вернется в ваш 6-й дом гороскопа. То есть такое ощущение, что в ноябре нужно будет что-то доделывать, то, что мы не доделали раньше. Вообще транзит Меркурия по 7-му дому гороскопа у вас как бы такой, как будто бы вам надо входить в какие-то коллективы, знакомиться с другими людьми, возможно, вкладывать свои ресурсы в других людей. У кого-то из тельцов это могут быть договоренности с партнерами по поводу денег тоже, да, по поводу детей, по поводу обучения, по поводу совместных каких-то мероприятий. И когда Меркурий станет ретроградным, он начнет замедлять эти договоренности, начнет откатывать какие-то планы назад, то есть, возможно, возникнут какие-то препятствия, либо что-то поменяется в ваших договоренностях с другими людьми, что то, что вы планировали, оно будет
трудно реализуемо. Еще один ноябрьский тормоз с 11 ноября по 5 декабря в вашем третьем доме гороскопа станет ретроградным Юпитер. Что интересно, ну Юпитер тоже дает какие-то откаты в общении, в бизнес-инициативах, в предпринимательских инициативах. Но что интересно, интересно то, что Юпитер связывает в этом положении между собой два дома предпринимательства и коммуникации и будет ретроградным. И Меркурий в вашем седьмом доме гороскопа, доме партнерства и отношений, то есть эти все три дома относятся к нашему взаимодействию с другими людьми. И эти три дома будут под влиянием ретроградных планет находиться. Меркурий будет ретроградным и Юпитер будет ретроградным, поэтому, скорее всего, у вас все просто с ног на голову может поменяться и может постоянно меняться в договоренностях с другими людьми. Как знаете, сегодня мне нужно вот это, вот я договариваюсь с тобой, потом у меня планы поменялись, и я иду передоговариваюсь и с тобой, и с другими людьми, и со всеми, потому что у меня планы поменялись, потом опять что-то поменялось, опять, а нет, давай заново. В общем, такая какая-то тенденция. Ну и смена направления движения Юпитером в третьем доме гороскопа может поменять ваше направление мыслей и действий в вопросах, касающихся открытия-закрытия счетов, переоформления бизнеса, запуска ведения социальных сетей, поступления на учебу на какой-то курс, покупку какого-то курса, покупку какого-то оборудования, техники, особенно для учебы, для хобби, рукоделия, выход из социальных сетей, либо попытки возродить какие-то социальные сети, попытки возродить какие-то свои навыки. Хорошо возвращаться к тому, что вы забросили, хорошо вернуться в какую-то старую социальную сеть, хорошо вернуться к какому-то курсу обучения, хорошо вернуться к каким-то документам недооформленным, недоделанным, хорошо помириться с друзьями, если у вас есть конфликт, хорошо наладить отношения с какими-то людьми, с которыми вы давно не общаетесь и хотели бы возобновить общение. Вот эти вот транзиты Юпитера и Меркурия, они про это, про то, что у вас будут какие-то вторые попытки наладить отношения, общение, вступить в какую-то группу, но и выходить из каких-то групп вы тоже можете, причем даже из тех, в которые вы вот-вот-вот очень хотели, только вошли, но тут раз и все, и опять откат. С 16 ноября по 16 декабря Солнце будет идти по вашему седьмому, опять же, дому партнерства. Солнце вообще, если вы в отношениях, то есть если у вас есть муж, жена, парень, девушка, оно формирует очень классную комбинацию именно для ваших партнеров. Конечно, это что-то прояснение какое-то в партнерстве, может быть, в отношениях или прояснение каких-то вопросов партнерства. Но также Солнце формирует очень классную комбинацию для ваших партнеров именно на повышение их статуса, на повышение, возможно, у них в должности. Может быть такая немножко борьба эгоизма в отношениях, когда кто из нас тут главный, ваш партнер, например, начинает задирать нос, или ваш партнер, знаете, начинает так вас наставлять в работе, вас заставлять там иди, инициативу какую-то прояви. Также Солнце в седьмом доме гороскопа дает такое, знаете, как будто бы наша самооценка в этот период очень сильно зависит от достижений партнера. То есть, если у партнера все классно, мы очень гордимся, возможно, мы тоже какую-то приставку получаем от этого. Если у партнера дела не очень, то мы тоже очень сильно расстраиваемся, то есть будет очень сильно завязана наша самооценка на дела партнера либо команды, отдела, который там занял первое место в каком-то конкурсе или что-нибудь такое. Также транзит Солнца по седьмому дому гороскопа формирует комбинацию на то, что вы можете помогать вашей маме в вопросах недвижимости, транспорта, места проживания. И если вы в отношениях, но вы вместе не живете, то это может быть период для того, чтобы съехаться, либо совместно куда-то отправиться, возможно, на отдых, к морю поехать. И вот какие-то такие результаты могут быть. И 20 ноября будет новолуние в вашем седьмом доме гороскопа. То есть, опять же, новолуние это что-то новое. Седьмой дом это дом партнерства, брака, отношений, команды. Поэтому это может быть новые отношения, помолвка,
В этот момент, когда новолуние в седьмом доме гороскопа, может быть приковано внимание к вам в разрезе ваших отношений, либо к вашему партнеру. Поэтому это может быть помолвка, это может быть регистрация отношений, это может быть начало отношений, это может быть ваше вхождение в новую команду. То есть устроились на работу, приходите в новый коллектив. Это может быть формирование новой команды, когда вы собираете вокруг себя людей для какой-то цели, что-нибудь такое. Но новолуние влияет и на нас, поэтому тоже может быть наш новый статус и наш новый имидж, какие-то перемены во внешности. А с 23 ноября по 29 ноября Меркурий будет ретроградить уже в вашем шестом доме гороскопа, катиться обратно. И эта ретроградность Меркурия в вашем шестом доме гороскопа дает вам возможность, либо необходимость вернуться к вопросам лечения зубов, зрения, лор-органов, вопросам оформления кредитов. Если вы такое вот начинали в октябре и не доделали, то, возможно, сейчас у вас появятся какие-то инструменты. Если вы проходили какое-то медицинское обследование для учебы, для того, чтобы поехать на отдых, может быть, прививки какие-то делали, либо детей водили по поликлиникам. Вот к этим вопросам можно вернуться, но до 29 ноября это будет просто возврат, там, может быть, что-то начать, а потом уже с 29 ноября, сейчас я дальше скажу, будет уже возможность доделать. С 26 ноября по 20 декабря Венера уже зайдет в ваш седьмой дом партнерства, брака и личной жизни. И это ваша направленность на то, чтобы с кем-то знакомиться, возможно, налаживать какие-то отношения в личной жизни, возможно, мириться, возможно, период такой романтики медового месяца. То есть возможно, желание наслаждаться отношениями. Венера в седьмом доме гороскопа в любом случае дает какую-то радость, ощущение радости от партнерства. И еще Венера в этом положении показывает на тоже какую-то совместную, возможно, в партнерстве или в команде борьбу, или участие в соревнованиях, или совместный бизнес, совместное какое-то партнерство. То есть для бизнес-партнерства этот транзит хороший. Но и вы будете направлены, то есть это управитель всего вашего гороскопа в седьмом доме, и вы сами направлены на то, чтобы участвовать в какой-то команде, формировать какую-то команду, собирать вокруг себя людей. Очень у вас такой командный какой-то месяц. Ну и с 29 ноября по 6 декабря Меркурий выйдет из ретроградности в вашем шестом доме гороскопа и даст вам возможность уже завершить, если у вас оставались подвисшие вопросы с октября, пересдать экзамены, возможно, какие-то, доделать какие-то справки, долечить, может быть, зубы, зрение, долечить, может быть, лор-органы тоже, может быть, кредит, да, оформить, и справки какие-то собрать, найти работу, потому что транзит Меркурия по шестому дому гороскопа, он еще способствует работе, поиску работы. Найти для себя спортзал, тренера какого-то спортивного, закончить лечение в целом и, может быть, еще такое наладить режим труда и отдыха, график свой как-то подстроить, устроить, наладить по выходу Меркурия из ретроградности. Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на ноябрь 2025 года для тельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться и до новых встреч. Пока-пока!